Преодоление страдания. Участник ретрита. Уже много лет я имею дело с депрессией в той или иной степени. В последнее время она стала менее интенсивной, во многом благодаря тому, что я открыл для себя вас. Начал читать ваши работы, и это очень мне помогло. Так что спасибо. Но вместе с тем, один из аспектов того, что происходит со мной, снизилась моя способность чувствовать. То, что раньше вызывало эмоциональное возбуждение, больше не приводит меня в экстаз. Ничто не вызывает во мне предвкушения. Я больше не получаю удовольствия от встречи с друзьями и тому подобное. Любое удовольствие очень быстро проходит. Но негативное состояние, грусть, страдания не уходят. Я продолжаю их переживать. Дошло до того, что я даже в какой-то степени начал желать негатива, потому что эти эмоции как бы напоминают мне, что я по-прежнему способен что-либо чувствовать, напоминает мне о том, что я человек. Мой вопрос такой: как отказаться от страдания, если оно в какой-то мере – это все, что у тебя осталось? Экхарт. Хорошо. Как насчет вашей практики уделения внимания настоящему моменту? Уделяя внимание моменту сейчас, сначала вы осознаете то, что чувствуете внутри себя. Затем начинаете одновременно осознавать и то, что внутри вас, и то, что снаружи. Все это части настоящего. И тогда ваше внимание не полностью поглощено тем, что вы чувствуете. Ведь есть еще просторность внешнего мира. Быть присутствующим означает находиться в присутствии и с внутренним, и с внешним. Вы в обоих мирах одновременно. Вы признаете любые чувства, возникшие внутри вас в этот момент. Также будьте бдительны к появлению ассоциативных мыслей, сопровождающих эти чувства. Например, если вы переживаете депрессию, возникают ли мысли о том, что в конечном итоге жизнь не стоит того, чтобы продолжать жить? Люди – отстой, жизнь – отстой, я – отстой, мы все – отстой, я хочу свалить отсюда. Такого рода мысли. Осознавайте в себе как уровень эмоций, так и уровень мыслительной активности. Требуется бдительность, чтобы, не замечая того, не предаваться бессознательному мышлению. Способны ли вы отделить бессознательное мышление от чувств? Только вы можете это знать. Вряд ли вы сможете ответить на этот вопрос сейчас, потому что обнаружить ответ на него возможно только в момент, когда наползает депрессия. Какова мыслительная активность, сопровождающая ваши неприятные переживания? Пронаблюдайте, не подпитывает ли эта ментальная активность неприятные ощущения, которые вы чувствуете. Очень важно увидеть, какую роль во всем этом играет ваш ум. Не является ли он подпиткой для страдания? У вас крупное болевое тело, что само по себе неплохо, потому что болевое тело является сильно мотивирующим фактором для вашего пробуждения. У меня тоже было очень тяжелое болевое тело, поэтому мне пришлось пробудиться, я больше не мог его терпеть. Так и вы больше не можете выносить свое тело страдания, и это хорошо. Тщательно исследуйте свое мышление, подкармливаю ли я свои чувства. И если это так, значит, у вас уже достаточно осознанности для того, чтобы увидеть это. Затем вы отпускаете мысли. Один из способов, я только что об этом говорил, это быть присутствующим и внутри, и снаружи. Направьте внимание на то, что воспринимает ваши чувства. Это отведет внимание от мышления. Следующий шаг, по-прежнему осознавая неприятные ощущения внутри, вы включаете сенсорное восприятие, осматриваетесь вокруг себя. Вот небо, вот цветок, вот моя рука. Я сейчас все называю словами, но вам этого делать не надо.
Лучше вообще ничего не обозначать, а целостно воспринимать объекты. Придите в чувство, посмотрите вокруг себя. Там весь мир. Ваше страдание заканчивается за вашей кожей, оно внутри вас. Один шажок в сторону, и нет никакого страдания. Разве это не удивительно? Этот столик не страдает. Я страдаю, но в 1 дюйме от меня страдания уже нет. Этот стул не страдает. Страдающая сущность находится внутри этого кожаного мешка, этого «я». И если, не зная об этом, вы отождествлены с негативными чувствами, если у вас по-прежнему оперирует обусловленное мышление, отражающее внутренние страдания, тогда вы думаете: «Ох, дерево, небо, все так бессмысленно, я ни в чем не вижу красоты, и этот цветок тоже скоро погибнет, конечно. Все быстро умирает, да какой смысл вообще жить? А вот собака, она тоже выглядит не очень здоровой». Вы смотрите на окружающий мир через вуаль своих чувств. Чтобы быть присутствующим, нужно не навешивать ярлыки, а просто внимать, воспринимать звуки и визуальные образы, чувствовать свое дыхание. Уделяйте больше внимания тому, что вас окружает, особенно на природе. Хотя природа везде, даже если вы находитесь в центре Сиэтла. Там есть небо, правда, обычно в это время года оно серое, но все равно немного солнечного света проникает сквозь пасмурное небо. Вокруг много деревьев, вечно зеленый штат Вашингтон, как сказано на ваших номерных знаках. Все это у вас есть, и это прекрасно. Природа забирает внимание у мыслей. Вы не отрицаете то, что чувствуете, а добавляете к чувствам еще одно измерение, внешнее измерение. Природа несет в себе исцеляющий эффект, если вы действительно внимательны к ней и больше не подливаете масло в огонь вашего внутреннего страдания. Если не случится чудо, страдание не закончится мгновенно. Обычно этого не происходит. И тогда это только начало постепенной трансмутации страдания. Оглядываясь назад в ретроспективе, какая ментальная активность обычно сопутствует вашему страданию? Какие типичные мысли приходят со страданием? Это зависит от ситуации и приходит фазами, но по большому счету это общие самозагружающиеся мысли. Не уверен, что подобрал правильные слова. Поисследуйте, что это за мысли. Возможно, полезным будет записывать свои повторяющиеся мысли. Посмотрите, какие регулярно возникающие мысли вам удастся поймать. Они способны очень быстро затмевать сознание, особенно старые мысли, возвращающиеся снова и снова. Они становятся частью вашей фальшивой идентичности, эготической самости. И тогда вы таскаете с собой обузу своего несчастного «я». Помню, у меня тоже была такая обуза. Но таскание с собой бремени несчастный «я» – это именно то, что мотивирует вас на пробуждение. Ваша депрессия уже немного ослабла, что само по себе хороший знак. Присутствие просыпается в вас и постепенно растворяет тело страдания. Ваша задача – не обновлять болевое тело посредством бессознательного мышления. Нужно быть очень бдительным и наблюдать за своим умом, чтобы больше не создавать страдания своей бесконтрольной мыслительной активностью. Если вы сами больше не подпитываете болевое тело, оно может черпать силы из драмы в отношениях. У него есть 2 способа питания. В вашем случае, возможно, оно больше подпитывается через мышление. Не знаю, возможно, оно также разыгрывает эмоциональную драму в отношениях с вашей партнершей, членами семьи, с кем бы то ни было. Обычно это близкие люди или коллеги по работе. Чем ближе отношения, тем лучше. Интимные отношения лучше всего подходят болевому телу для его обновления.
И так не раскармливайте болевое тело. Оно хочет питаться вашей бессознательностью, но вы не давайте ему этого. Не питайте его своим мышлением и втягиванием в безумную межличностную драму. Наблюдайте за телом страдания. Вот оно. Возможно, это не очень приятно, но не так уж ужасно. Ваше присутствие бесконечно более могущественно. И оно даже не борется с болевым телом, а, освещая его лучом сознания, постепенно развеивает его. Или лучше сказать, болевое тело подвергается трансмутации. Энергия болевого тела не потеряна, у него огромная жизненная сила, но она заперта в ловушке, поэтому ощущается болезненной. Когда накопившаяся энергия высвобождается, она становится частью присутствия, его горючим. Это потрясающе. У вас есть много горючего для присутствия, и это прекрасная новость. А насколько смерть эго может быть болезненной? Участница ретрита. Мой вопрос о том, насколько смерть эго может быть болезненной. Немного расскажу о предыстории моего вопроса. С раннего детства со мной случались спонтанные сатори, но я не понимала, что происходило. Я испытывала чувство стыда и замешательства, потому что думала, что это ненормально. Ощущение себя бесформенным сознанием мне также очень знакомо. Я понимаю концепцию отождествления и неотождествления, и у меня нет сознательного страха физической смерти. Часто в момент пробуждения от сна на меня снисходит спонтанная безостановочная божественная реализация. И в эти моменты я осознаю, что перестаю существовать. Когда я просыпаюсь в состоянии этой абсолютной нескончаемой реализации, я не боюсь умереть, но есть экзистенциальное осознавание, что меня здесь больше не будет. В общем, это не о страхе физической смерти, а, как мне кажется, об эготическом страхе не быть. Я по-разному пробовала работать с этим состоянием. Не знаю, возможно, у меня более нарциссичное эго, чем у большинства людей. Я говорила со многими духовными учителями и получала от них весьма разнообразные ответы. Я хочу узнать, как мне справляться с этими реализациями, потому что они невыносимы. Они возникают внезапно, без моей воли. Я просыпаюсь, мое тело срывается с места и бежит в буквальном смысле. Иногда я ору при этом, потому что крик – единственное, что останавливает наступление небытия. Я не хочу этого. Я выросла с этими переживаниями и называю свое состояние «моя агония» и «моё экстази». Буду очень признательна, если вы что-нибудь мне посоветуете. Экхарт. Уже в детстве у вас случались подобные опыты? Да. У вас появляется импульс к бегству, но вы по-прежнему остаетесь в кровати, или вы действительно встаете и бежите? В момент пробуждения я уже бегу и кричу. Крик – наиболее эффективный способ убрать этот опыт из моего сознания. Итак, опыт, заставляющий вас бежать, существует в форме эмоции и по большей части мысли. Меня интересует элемент мышления. Вы упомянули одну мысль. Меня здесь больше не будет. Эта мысль всегда присутствует в вас, когда случаются эти переживания? Да, это реализация. Иногда перед сном, когда я чувствую, что это снова начинается, я могу перевести свое внимание на что-то другое, но в состоянии сильной сонливости реализация буквально захватывает меня, я не могу ее остановить. Это как прозрение. И да, это мысль. Похоже, вы часто испытываете мини-смерть. Да, но не то, чтобы я боюсь умереть в эти моменты. Это совсем не об этом. Тогда как насчет вашей паники? Разве это не страх? Это ощущается как ужас. Предельный страх. Да, экстремальный страх. В другие моменты страха нет, но в момент ночных прозрений вы чувствуете сильный страх. Да, так. Обычно это случается утром или среди ночи.
Ночью. Если я хочу, я могу сознательно вызвать это состояние, вспомнить его или вызвать усилием воли. То же самое с сатори. Именно это я хотел вам предложить в качестве практики. Сознательно вызывать это состояние. И тогда у вас появится немного больше силы. Но прежде у вас должно быть достаточно осознанности. Например, вы можете генерировать присутствие через практику осознавания внутреннего тела. Минут 15 практикуйте осознавание внутреннего тела, а затем сознательно вызывайте реализацию. И тогда вы сможете смириться с тем, что чувствуете. Как только вы смиритесь с тем, что переживаете, ваши чувства перестанут быть устрашающими. Мало у кого есть опыт, подобный вашему, как вы его описываете, но он очень интересен. Поэкспериментируйте с вашим состоянием, сделав этот опыт своей практикой осознанности. Вызывайте мини-смерть сознательно, и, возможно, вам уже не придется убегать от своих чувств в момент реализации. Когда вы будете входить в это состояние сознательно, оно потеряет свою пугающую природу. И тогда это действительно своего рода смерть. Нечто подобное встрече лицом к лицу с монстром. А некоторые люди видят ночные кошмары, в которых они встречаются с монстрами. Монстры всегда нападают на вас сзади, и нужно убегать от них. Но как вы ни стараетесь, бежать не получается. Ваши движения очень медленны. Каждый раз, когда вы поворачиваетесь к монстру лицом, это означает, что у вас появляется осознанность. Он трансформируется из монстра в присутствие. Только когда вы убегаете от своего страха, он остается монстром и даже разрастается. Итак, вам нужно сознательно встретиться со своим монстром, и он перевоплотится в нечто совершенно иное. Но для того, чтобы бесстрашно встретиться с ним, вы должны быть подготовлены к этой встрече. У вас должно быть достаточно осознанности. И тогда вы сможете обнаружить, что встреча с монстром – мощнейший духовный опыт, который раньше был заблокирован страхом. Обычно страха смерти у вас нет, но в моменты реализации вас сильно захватывает смертельный ужас, ведь кончина так близка, она уже здесь. Любой с легкостью может сказать: «У меня нет страха смерти». Проще простого сделать такое заявление, когда смерть ему не грозит. Но вы сталкиваетесь с ней регулярно. Вы смотрите смерти в лицо, вот она, прямо здесь. Возможно, люди и правы, заявляя, что смерть не пугает их. Но ведь невозможно знать, так ли это в действительности, пока смерть не настигнет нас. Когда вы переживаете какую-нибудь потерю, это тоже своего рода смерть, и можно увидеть, верно ли ваше восприятие своей безбоязненности смерти или нет. В потенциале вашей ситуации очень мощный духовный опыт. Я бы вам посоветовал, когда возникает ужас и паника, которые являются страхом кончины вашего личностного «я», и эти чувства блокируют вас, и вы вынуждены бежать от них, так как не способны сознательно в них войти, пробудить в вас достаточное присутствие, осознанности. Сразу появилась бы возможность встретить свое состояние лицом к лицу. И тогда вы сможете позволить себе испытывать реализацию во всей ее полноте, не убегая от нее. И монстр превратится, так сказать, в невероятно полезную фигуру. И этот опыт станет для вас открытием, дверью. Как правило, люди, имеющие какое-то огромное ограничение в жизни, это может быть все, что угодно, серьезная физическая или психическая инвалидность или ужасные внешние ограничения, тяжелейшая семейная карма, в которой человек родился, преступления в семье, свидетелем которых он стал ребенком, некое огромное ужасное бремя в жизни. И часто так происходит, что худшее в вашей судьбе, то, что в норме считается совершенно неприемлемым, ни один человек не смог бы смириться с этим. Когда вы сюррендер свою проблему, меняете свое отношение к ней, абуза может стать именно тем компонентом, который пробудит вас к сознательности, трансформирует или откроет вас.
Ваш крест становится открытыми вратами, используя средневековую христианскую терминологию. Я встречал людей, несущих очень тяжелое бремя. И именно эта невыносимая обуза помогла им выйти на другой уровень сознания, пробудила их. И я верю, что с вами это тоже может произойти. Я уверен, что когда мы встретимся здесь в следующий раз, вы сможете нам рассказать о вашем, возможно, полном пробуждении. Хотя кто знает, что такое полное пробуждение? Это мой вам совет, и это все, что я могу сказать. Спасибо. Просветленные отношения. В Англии я жил в небольшом коттедже в провинции. Доход мой был очень маленьким, поэтому я сдавал 2 комнаты транзитникам. В том городке было много транзитников. Так за 3 года у меня снимали жилье примерно 12 человек. 10 из них имели серьезную степень дисфункции, которая обычно начинала проявлять себя через несколько недель после их заселения. В одном случае это произошло на следующий же день. Под дисфункцией я имею в виду причинение значительных и бессмысленных страданий себе и другим. Это могли быть резкие перепады настроения, помешательство на несуществующих проблемах, потребность говорить со мной по 5 часов в день. Очень интересно наблюдать за людьми, живя с ними настолько близко. Некоторые из них были до такой степени подвержены перепадам настроения, что я не знал, кто именно утром спустится на кухню к завтраку. Невозможно было предугадать, в каком состоянии сознания они будут пребывать – ужасном, агрессивном, орущем на меня или же в нормальном. 2 других жильцов не проявляли подобного рода поведения, и это было чудесно. С остальными тоже было интересно. Я находился там как внимающий присутствие. У 2 из них произошел положительный сдвиг в сознании. Способен ли ты слушать людей не как реагирующий объект, особенно в отношениях, идущих из прошлого? В таких отношениях множество повторяющихся моделей поведения, воспроизводящих себя при каждой вашей встрече. Как бы проигрывается запись твоего предыдущего общения. Одинаковые комментарии, те же самые раздражители, провоцирующие одни и те же реакции и ответы. Ты даже можешь сказать своим родственникам: «Я не приеду на праздничный ужин в честь Дня Благодарения, а прослушаю запись прошлогодних разговоров». Такого рода встречи требуют больше бдительности и присутствия, чем общение с продавцом газет. Поэтому начни с продавца газет. А еще лучше начни с цветочка в твоей комнате. Будь присутствующим с цветочком для начала. И однажды ты почувствуешь: я готов навестить своих родителей или своих взрослых детей. Самое важное, что теперь твое мышление не управляет тобой. Ты просто находишься там как присутствие. Я очень рекомендую, выслушивая родственников, держи внимание в энергетическом поле своего тела, внутреннее тело. Попробуй быть свободным от мыслей, когда обнимаешь их. Просто будь там. Когда, обращаясь к тебе, кто-либо из них поддерживает прошлое в своем мышлении, говоря: «Ты помнишь, что натворил 5, 10, 20 лет тому назад? Я никогда этого не забуду». Ответь: «Ты прав». Возможно, он не прав, тогда можно спросить: «Я действительно это натворил?» Нет необходимости отвечать: «Я этого никогда не делал». Потому что это будет выглядеть так: «Нет, ты это сделал». «Нет, я не делал». И мгновенно вы застряли в мышлении. Ментальная позиция против ментальной позиции. Все, что тебе нужно сказать, действительно так было. Ты так запомнил это? Или вообще промолчи, это даже лучше. Или скажи нечто нейтральное. Ну что ж. Потрясающе вот что. Когда ты не борешься с ментальной позицией другого человека, она ослабевает. Ты делаешь добрые дела для людей, когда не укрепляешь их ментальную позицию, с которой они отождествлены.
Ментальная позиция поддерживается сопротивлением и оппозицией. Люди могут сделать новую попытку вызвать в тебе противостояние. Тогда ты снова скажешь «ну что ж». И со временем их ментальная позиция будет становиться все слабее и слабее. И, наконец, появляется возможность растворить ее полностью. Такое происходит, когда ты общаешься с людьми, как пространственное присутствие. И это почти чудо.